Наперекор пессимистам это оружие уже передали вооруженным силам Украины. Зеленский рассказал о докладе Сырского, какие детали не были раскрыты. Слуги народа против президента. Поддержат ли Зеленского однопартийцы? Демилитаризация продолжается. Очередная яркая операция ГУР. Товарищ Си потирает руки. Захват Тайваня начался. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Событие, которое может существенно изменить ход войны. 3 зенитно-ракетных комплекса «Патриот» Берлин уже передал Киеву, утверждает Washington-Post. Сейчас правительство Фридриха Мерца обсуждает новые поставки для Украины и для восполнения собственных потребностей в обороне. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что в результате его переговоров с шефом Пентагона Питом Хексетом Украина сможет рассчитывать на 5 комплексов. Владимир Зеленский на этой неделе заявлял, что для полного решения всех задач ПВО просит у партнеров 10 «Патриотов». После серии ночных ударов российская армия продолжила удары дронами по Украине и днем. В Сумах вражеский беспилотник попал в здание областной военной администрации. Обошлось без жертв и пострадавших. На место сразу прибыли спасательные службы. Было проведено обследование территории. Накануне в ряде областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы ракет и ударных дронов. В Днепре, Харькове и Запорожской области прогремели взрывы. По данным вооруженных сил, армия России запустила по Украине 208 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей. Силам обороны Украины удалось сорвать планы россиян на Сумщине. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского. Хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Накануне появились сообщения об освобождении Кондратовки в Сумской области. Президент добавил, что за неделю также есть результаты в пополнении обменного фонда, хотя число взятых в плен оккупантов не было названо. Продолжаем действовать и на российской территории. Особое внимание во время доклада Сырский уделил Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. В свою очередь, зэт-эксперты надеются, что Покровск будет взят оккупантами в ходе летнего-осеннего наступления. Демилитаризация авиации армии агрессора продолжается. Главное управление разведки Украины сообщило об очередной яркой операции. В этот раз уничтожен самолет Су-27УБ. Уничтожен в сотнях километров от линии фронта на аэродроме Армавир Краснодарского края. Площадка и техника использовались там для обучения курсантов местного авиационного училища. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Зеленский готов пойти навстречу протестам, но готовы ли пойти навстречу Зеленскому его однопартийцы? Десятки депутатов партии «Слуга народа» не готовы голосовать за новый президентский законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам страны. Об этом пишет Financial Times. По словам нескольких информированных источников издания, около 70 парламентариев из правящей партии выразили обеспокоенность относительно новой президентской инициативы, которая по сути отменит законопроект номер 12414, принятый во вторник, 22 июля. Люди боятся, что против них несправедливо начнут уголовные дела с целью мести. Источники Financial Times говорят, что страх перед расправой возник после публикации интервью с руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко Суспильному.
Мы проанализируем все ситуации, события, заявления, все обвинения, претензии в наш адрес до молекул. Мы воссоздадим хронологию событий до секунды и дадим анализ всего этого. В комментарии для Financial Times Клименко заявил, что основания бояться НАБУ и САП имеют только те, кто причастен к коррупционным схемам. Мы никогда не занимались политическими преследованиями. Все расследования НАБУ и САП базируются исключительно на фактах и доказательствах, а не на политических позициях или голосованиях народных депутатов. Голосование по новому проекту, предложенному Зеленским, должно состояться в четверг, но, по мнению источников Financial Times, оно может быть перенесено. На публикацию резко отозвалась пресс-секретарь фракции «Слуга народа». Юлия Полейчук в комментарии Суспильному заявила, что распространенная информация не соответствует действительности. Фракция «Слуга народа» поддержит президентский законопроект. Данные о 70 депутатах непонятны и ничем не подтверждены. По ее словам, внутри фракции преобладает готовность голосовать «за». Принятый во вторник закон 12414 был раскритикован как в Украине, так и за рубежом, как откат от достижения революции достоинства и серьезная преграда на пути Украины в ЕС. Политическая победа Пекина на Тайване состоялось беспрецедентное голосование. Инициаторы хотели добиться отзыва 24 прокитайски настроенных депутатов тайваньского парламента от оппозиционной партии Гоминьдан. Согласно предварительным результатам, инициатива провалилась. Лишиться мандата рискует только один из агентов Пекина. Таким образом, демократическая прогрессивная партия президента Лая Цзиньде не сможет вернуть утраченное ранее большинство. ДПП потеряла контроль над парламентом в 2024 году, и это затрудняет реализацию ключевых инициатив Лая Цзиньде, включая увеличение оборонного бюджета. Сторонники отзыва депутатов от Гоминьдана обвиняют партию в подыгрывании Китаю. Те, в свою очередь, называют политическую ситуацию на Тайване диктатурой Лая Цзиньде. Жители острова живут в постоянном ожидании военного вторжения со стороны коммунистического Китая. Но, похоже, Пекин для начала не против парализовать волю тайваньцев к сопротивлению политическими методами. Дополнительное голосование по отзыву еще 7 депутатов Гоминьдана назначено на 23 августа. Ракетного дивизиона открыть крышки, запустить маршевые двигатели. Российский военный флот провел отвлекающий маневр. Ко дню ВМФ провели масштабное учение «Июльский шторм». Командиры БПЛА, стрельбу разрешаю. Задания выполнялись в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. Минобороны поделилась эффектными кадрами успешного достижения тренировочных целей. А есть КП-2, КРНР-3, пуск! Похоже, этим Москва пытается отвлечь внимание от менее приятных фактов. Впервые за несколько лет Кремль вынужден был отказаться от военно-морского парада в Санкт-Петербурге без объяснения причин. Хотя причина тут могла быть только одна – возможное участие в мероприятии непрошенных беспилотных гостей из Украины. Накануне праздника моряков соратник Путина, руководитель банка ВТБ, был вынужден признать, единственный свой авианосец «Россия» после долгих лет ремонта вынуждена распилить на металлолом. А менее чем за месяц до праздника ВМФ ВСУ ликвидировали заместителя главнокомандующего этого самого военно-морского флота страны-агрессора, а по совместительству любимца Путина Михаила Гудкова. Кстати, предпраздничное учение «Июльский шторм» почему-то не проводили в акватории Черного моря. Интересно, почему? Пишите в комментариях. 40 раз подряд страна восходящего солнца снова ставит мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин.
Местный Минздрав закончил анализ данных за прошлый год. Средний возраст японок составил ошеломляющие 87 с лишним лет. У мужчин чуть скромнее – 81 с хвостиком год. В то время как для многих стран подобные цифры остаются мечтой, для Японии это привычная реальность. Женщины по-прежнему удерживают звание лидеров на мировой арене, а вот мужчины хоть и отступают, все равно в числе лучших. В этой категории страна занимает 6-е место. По сравнению с 2023 годом показатели среди мужчин не изменились. Продолжительность жизни женщин выросла на 0,01%. Культура, экология, уровень жизни. Как думаете, в чем японский секрет долголетия? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.